Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот разгар очень горячего политического и военно-политического лета вы на моем канале в прямом эфире. Андрей Золотарев прямо сейчас на связи, известный украинский политтехнолог. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Спасибо всем большое за то, что следите за выпусками, за то, что участвуете непосредственно в беседах. Все, собственно, доступно, все как всегда. Переходите в сообществе YouTube, можно оставить вопрос заблаговременно. Также подключим чат трансляции и, естественно, клуб зрителей в телеграм-канале. Все в описании реквизиты, все возможности зайти, поддержать и просто поучаствовать. В общем, милости прошу, как говорится. Тем более, что любое мнение, оно вот сейчас, знаете, такой период, его отбрасывать нельзя, потому что вот то, что человек думает, иногда вообще неожиданным образом разворачивается, это мы видим в контексте происходящего вот сейчас и в украинской политике, и в мировой политике в том числе. Начнем традиционно с запроса нашего сегодняшнего эфира. Сейчас какая-то вот чехарда идет. С одной стороны, запустили слух о том, что Украина готовит какое-то наступление, где-то есть 50 тысяч войск, и они куда-то пойдут, ну, на каком-то направлении. На каком пока непонятно, но это будет что-то вот, нечто какое-то, да. Плюс еще с новым министром обороны Зеленский, ну, как новым, бывшим премьером, Шмыгалем, в общем, обсуждал, что нужно вот бить по России, вот эти дипстрайки, новое выражение у него появилось. В общем, опрос нашего сегодняшнего эфира такой. Ну, а параллельным курсом есть информация, что 160 тысяч российских военных, они уже вроде как готовы и называются Донецкое направление, там где-то Харьковское, ну и, конечно, Запорожье, да, наступление на Запорожье тоже никто не отменял, вот эту угрозу. Так вот опрос. Кто пойдет в наступление раньше? Россия, Украина, одновременно или никто? Все будет катиться, как катится. Исходя из того, что мы наблюдаем на внешнеполитической арене и внутриполитической, как вам думается, наступление сейчас уместно, с чьей стороны и как будет выглядеть? Ну, тут не хочу выступать капитаном очевидности. По-моему, все совершенно ясно. Куда большая свобода рук у российской стороны. И, судя по всему, да, может последовать удар. И вот эти болевые точки фронта, они обозначились. Это под Торецком и южнее Константиновки. Вот, которое, ну, наступление, которое может открыть путь к охвату Покровской и Константиновки с последствиями для славянско-краматорской агломерации. И его запад Донецкой области, это вот стык с Запорожьем, там Каменская, ну, если посмотрите по карте, это 30 километров по прямой от Запорожья. Это дальность огня ствольной артиллерии. Ну, не столько, вряд ли противник ставит целью захват Запорожья, это слишком большой город, и ну, не думаю, что именно Запорожье. А вот выйти в тыл группировки ЗСУ на Донбассе из Запорожской области, ну, это, по-моему, тут достаточно взглянуть на карту. Поэтому, судя по всему, интенсивность боевых действий в ближайшие неделю-две возрастет. И, судя по всему, это будет российское наступление. Слышно. Александр, не слышно. А, Сейчас Да, слышно, да, нормально. То есть, да, смотрите, да. то есть сейчас вообще непонятная какая-то история происходит с политической составляющей вот этого будущего наступления. Вот Умерова придержали и назначили целым секретарем целого СНБО. Орган, который решает в нашей стране судьбы, все решает фактически, да. Причем такая очень интересная интрига. С одной стороны, его не приняли в США, потому что он близок слишком к Ермаку, это говорит Железняк. А вот говорит Васильчук, что он гражданин США, поэтому ну, это нонсенс, когда гражданин США посол в США. Что вы думаете по этому поводу? Насколько вот фигура Умерова позволяет нам разгадать вот это абсолютно неясное, абсолютно, ну, такое с бухты-барахты, вот это вот рокировки, эти все замены в правительстве.
Ну, насчет СНБО, по-моему, и когда Литвиненко назначали после Данилова на эту должность, говорили о том, что это адекватный человек, профессионал, но тем не менее адекватный профессионал продолжал отвешивать санкции. И, ну, как говорится, все шло по накатанной, ну, по ранее уже размеченной генеральной линии. И поэтому насчет Умерова он себя не проявил как министр обороны, и более того, коррупционный шлейф. Но если говорить о Стамбуле, то, в принципе, как о переговорщике отзывы позитивные. Ну, и действительно, если его даже представить, отправить в Соединенные Штаты, тогда кого отправлять в Стамбул? С другой стороны, почему последовал отказ, по-моему, совершенно очевидно, он, учитывая то, что он был, откуда он был инкорпорирован в зеленую команду, из «Голоса». А, как известно, ну, собственно, это партия, представляющая собой грантоедский кооператив и тесно связанный с кругами Демократической партии США, которых на дух не переносит команда Трампа и сам Трамп. Поэтому, ну, тем не менее, то, что уполномочено такой оригинальный ход с назначением еще, как говорится, не получили Агримана, но тут же придумывается должность уполномоченной по установлению отношений с Соединенными Штатами Америки. Вот такая конгениальный ход. Ну, просто вталкивают в должность вот эту мадам, причем тоже с определенным коррупционным шлейфом. Правда, она там рассказывает о том, что она с мужем давно уже в разводе и никак не связана, но, знаете, как-то верится с трудом. На фоне скандала с Домом профсоюзов, который для многих, кстати, майдановцев стал триггером, и мы буквально еще месяца не прошло, наблюдали протесты в связи с очевидным рейдерским захватом этого здания. Вот. Поэтому, судя по всему, вот эта интрига, она держалась до последнего момента. И да, большинство моих собеседников были убеждены, что именно Умеров отправится в Штаты, хотя были вопросы, конечно, ну, к дипломатическому опыту, навыкам, но дипломатии, но это, учитывая то, кого у нас отправляют послами в другие страны, Умеров выглядел еще более-менее прилично. Но случилось то, что случилось. Произошел радикальный разворот, размен на СНБО, главой СНБО послом в Сербию, а Умеров получит теперь возможность и участвовать и в продолжении уже в третьем раунде стамбульских переговоров. Состоятся ли они, это другой вопрос. Вот. Но вот такие навыки переговорщика он будет иметь возможность и дальше реализовывать в коммуникации с российской делегацией. Ну, смотрите, Россия настаивает на продолжении Стамбула. Выходила Захарова, говорила, давайте. Песков до этого говорил, ну что ж вы, давайте поднажмите на Украину. Сегодня Эрдоган поговорил с Путиным, и они тоже обсуждали Стамбул и возобновление переговоров. И Эрдоган говорит, что это прям очень и очень важно. Ну, это, по крайней мере, так аппарат турецкий передает. Но что с Украиной? Ведь одной рукой, получается, Зеленский дает задание бить, что не на есть, Да, там, по России. потужно, потужно, А с другой потужно. стороны, смотрите, Умеров в Украине, Умеров в СНБО для того, чтобы активизировать переговорный процесс. А как Умеров его может активизировать, если как бы, ну, действия говорят об обратном? Ну, тем более, если повторится что-то подобное паутине, то, ну, Э, мой скепсис относительно перспектив переговоров еще более углубится. Позицию России мы знаем, позицию Украины мы знаем. То, что эти позиции, ну, абсолютно не стыкуются. То есть для переговоров, ну, должна быть какая-то почва для компромисса. Пока этой почвы для компромисса я не вижу. То есть что, Украина поедет поднимать руки, капитулировать Стамбул? Ну, в это слабо верится. Тем более, что пока какой-то ну, карт-бланш Украина получила, с учетом того, что теперь война Байдена превратилась в бизнес Трампа. Вот. Поэтому я думаю, что
э, какого-то продвижения на переговорном треке ожидать не стоит. Ну, хотя поправляют то, что все может, как говорится, произойти весьма неожиданно, учитывая, ну, и на фоне того, как капсулируется власть в Украине, ну, это может говорить о такой подготовке к таким неожиданным резонансным решениям. Но пока ничто на это не указывает. Ермак усилился, получается. Конечно, это теперь, по большому счету, мы имеем правительство Ермака. И да, как ну, вот, злые языки говорят о том, что Владимир Александрович работает президентом в офисе Андрея Борисовича. Вот Ну а теперь, такая нынешняя. получается, он в стране Андрея Борисовича работает президентом. Да, ну, офис чей. Андрей Борисович. Андрей Борисович в противостоянии с главой парламентского большинства Давидом Арахами, собственно, удержал убедительную победу. Несмотря на то, что э, монобольшинство, оно де юре существует, де-факто его нет. Достаточно посмотреть на голосование, и с помощью кого была обеспечена его результативность. Знаете, ну, у нас же журналистов лишний раз там могут ткнуть носом. Працював на каналах Медведчука. Ну вот все это. Это как клеймо, это как запрет на профессию. А то, что правительство назначается с помощью депутатов, которых за руку привел в большую политику Медведчук, ну ничего, все нормально. Тем более, что там есть несколько непотопляемых фигур, которые, как говорится, э, всегда поднимаются на поверхность, даже ну, в эпоху бурных политических потрясений не тонут. Вот. Но, тем не менее, не побрезговали. Результат налицо, то, что есть в Верховной Раде так называемое пропрезидентское большинство. Это олигархические группы, это остатки ОПЗЖ, это остатки монобольшинства. Что и показало это голосование. А то, что правительство, ну, тут комментировать, знаете, персонально каждого это дело неблагодарное, но то, что это будет правительство Ермака, многие говорили, вот Ермак там, может стать премьером. Я говорю, зачем? И так, у тебя все возможности, короткая дистанция, в отношении премьера, у которой была кличка стюардесса, поскольку приходилось зарубежные поездки, учитывая то, что статус главы офиса президента, ну, это ж понижает и статус тогда, а первый вице-премьер это уже вот. И теперь, как говорится, все можешь, но ни за что не отвечаешь. Ну, вот такой у нас дуализм власти. Одно правительство на Банковой, другое номиналы на Грушевском. Поэтому что поменялось? Усилились персональные позиции. И все. И, по большому счету, какой-то смены курса, каких-то новых идей, но что, Не, ну мы же не почему? наивные. Идеи фонтанируют. Смотрите, вот был себе просто вице-премьером, а стал первым вице-премьером Федоров. Сразу говорит, будем департамент создавать, чтобы мониторить Да. общественное мнение в Ага. соцсетях, форумах, группах, там везде будем искать, если кто-то там столкнулся с Так, ну, какой-то проблемой. а что делать этому представителю Донского казачества, окопавшемуся в Центре противодействия дезинформации? Это они что же мониторят? Это тоже точно и стучат активно. Выявлять проблемы Федоров будет. Ну, это ж такое. Сомневаюсь в том, что вот копипаст департамента эффективности Трампа ну, на украинской почве даст какие-то результативные плоды. А то, что Дия сегодня ну, к услугам российских ФСБшников при фильтрации, ну, это секрет Полишинеля. Ну, так спрашивается, но с Федорова взятки гладкие в нынешней На ситуации. Федорове Пока то он... вдруг всплыла информация, прям целое уголовное дело, что женщины из Запорожья в каком-то там Да. 17-18 году Ну, пострадали. Они решили купить инновационную методику для того, чтобы похудеть,
скинули деньги. В общем, ни денег, ни похудения, а за этим всем стоял Федоров с некой компанией, которую решили прижать. Но потом сказали, ребята, не надо, там все-таки известный человек за ним стоит, из квартала 95, там все такие люди. И как-то это все спустили на тормозах. Я думаю, было немножко по-другому, скорее всего. Скорее всего, дело было продано, поскольку там тоже фигурировали такие приличные суммы. Тем более, что женщины, которые мечтают избавиться от лишнего веса, да, готовы там и э, заложить имущество и кредит взять, но да, к сожалению, это Украина, страна, где все друг друга обманывают, где без лоха и жизнь плоха. И, кстати, очень многие наши не последние люди, ну, в украинском бизнесе начинали свою карьеру, стремительный карьерный взлет с наперсточного стола. Ну, собственно, с таким, с такой аферой, о которой вы говорите, разница небольшая. То есть кого-то же надо стричь, ну и продолжают стричь, чем успешно и занимаются. Только теперь уже в таких мега государственных масштабах. Вот. Ну, поэтому можем говорить, не знаю, это российская пропаганда или бандеризация Украины, у нас бендеризация Украины. То есть люди, ну, с мировоззрением и подходами Остапа Бендера у руля государства, ну, вот, ничего удивительного. Ну, мы еще об Украине поговорим, о внутренней, скажем так, истории. Вот, ну, это тоже ведь показательный момент, да, когда Гончаренко, ну, он поговорил с Зеленским на повышенных тонах. А еще же был один эпизод, который меньше все заметили, но он тоже был, когда он новому министру обороны Шмыгалю задает вопрос, ну, или как предложение, мол, давай, как там, Денис Анатольевич, да, давай, как бы расформируй ТЦК. И ответ феноменальный, что у нас есть добровольцы, план выполняется, короче, надои увеличиваются, и все хорошо. Никакого там рекрутинга, ничего, все нормально. Ну, то есть это понятен как бы курс страны. Все только усиливается, на улицах все то же самое. Усиливается. Ну, задал был, Гончаренко лучше задал новоиспеченному министру обороны вопрос, где у автомата, с какой стороны у автомата Калашникова находится ручка затвора. Вот, ну, знаете, как все-таки военных надо уважать. Если назначаешь министра обороны, ну, надо хотя бы, чтобы человек хотя бы военную кафедру закончил. Ну, а так сбоку припеку человек, имеющий весьма отдаленное представление о специфике армии, ну, это так. Политическая, ну, у нас же рассказывают, что это политическая должность, но это и вкусная, прежде всего, должность в системе. Распил откат за нос. Умеров и Арсен Джумадилов не дадут соврать. Вот. Поэтому ну, с новой командой, собственно, скоро увидим новые лица в Министерстве обороны, новые и не совсем лица, но система остается прежней, к сожалению. И в этих условиях ожидать от нее эффективности с такой коррупционной рентой, эффективности, ну, наивно ожидать эффективности от вооруженных сил. А давайте мы посмотрим на все произошедшее за последние дни. Ну вот, немножко под другим углом. Это, кстати, очень интересно, тренирует немного восприятие. Ну смотрите, вообще все великолепно складывается. Трамп Мгм. говорил, вообще никакого оружия, все, там мы отказываемся от Украины. Ну поменял же свою точку зрения Трамп? Поменял. Говорит, будем поставлять за деньги Европы. Коалиция желающих. Вроде нет, ну так а вроде есть. Смотрите, британцы с немцами подписали военный договор о взаимных гарантиях. Да? То есть все, понятно, будут доить Германию с точки зрения вот этих Вот. Так, оплат. я вот заглянул в бюджет Германии, а откуда баблишка возьмется? Ну да, 500 миллиардов бюджета, но там же и висит 24 миллиарда евро дефицита бюджета. У меня сердце И кровью да, обливается, если честно. Сегодня пришли кадры из одного из, ну вот это как цеха, да, Audi, автомобиль. Да, да. автомобиль Audi. А там есть у них такая большая, ну, загрузочная, погрузочная на эти, как бы, траки. Новые автомобили, новые.
И там вот сотни машин, и идет прям репортаж, и они говорят, ребята, ну эти сотни машин, новые, только с конвейера, их будут уничтожать. Мгм. Почему? Да, Потому что их, ну как, по дешевке распродать нельзя. да, Ну, да, потому да. что бренд теряет, Капитализм. ну да, Это то, что советским школьникам рассказывают о том, что уничтожают еду, молоко выливают в канавы, потому что капитализм не может да, допустить, что... и их надо, их Да, просто в утиль, под пресс, и все, их нет. да, да. Этих новых Audi, которые они выпустили, потому что, ну, во-первых, никто не берет, во-вторых, это все продавать по тем ценам, что сейчас невыгодно, и они просто, получается, улетают в трубу. И вот эта вот Германия будет оплачивать нам патриоты, снаряды, оружие, танки, что там еще? Ну, целый комплекс получается, ну, это Боеприпасы. нонсенс. Сейчас, особенно с учетом того, что ну, у нас же рассказывают, что россияне чуть ли не на ослах и на мопедах атакуют, но, судя по всему, вот, и судя по движению бронетехники из Крыма, там брони хватает. Брони хватает, и это вопрос, естественно, снаряда, ракет. Э, Роль артиллерии, хотя у нас рассказывают про революцию дронов, тем не менее никто не отменял. И да, на все это нужны деньги. И учитывая то, что, ну, вот, как вы описываете, Сауди, ну, вряд ли они возьмут и отправят эти тысячи автомашин Ауди, задонатят ЗСУ. Хотя там сегодня бойцы любому корчу, который на четырех колесах, который способен двигаться, рады. Потому что техника превратилась, автомобили превратились в расходный материал. И дольше недели на передовой ничего не живет. Вот в Киллзоне там все это горит со страшной скоростью. Ну, возможно, бы Audi и пригодились. Но я вам и ранее рассказывал о том, что, как говорится, нюансы экономической политики, политические просчеты привели к тому, что Германия столкнулась с энергошоком. Ну, закрытие атомных электростанций, плюс расчет на то, что возобновляемые источники энергии обеспечат германскую промышленность, оказалось, ну, весьма наивная история. А плюс еще и рост цен на газ. Результат: BASF закрывает предприятия, ThyssenKrupp закрывает заводы. Ну и, естественно, гордость Германии — это германский автопром. Заводы Volkswagen, тоже уже один из заводов закрыт. И, собственно, ну, Audi — это Volkswagen Audi Group. Попадают на убытки. Если еще и Трамп лупанет пошлинами, это будет катастрофа вот для германского автопрома с далеко последствиями. Естественно, в этих условиях рассказывать о миллиардах, ну, доставать миллиарды на помощь Украине. Ну, да, 4 миллиарда в бюджете есть на помощь Украине, но замечу, это в 2 раза меньше, чем было в предыдущем году. В предыдущем году было аж 8, сейчас уже 4. Вот, ну, по-моему, Александр, тенденция очевидна. И вряд ли Мерц при всем желании, ему надо ехать договариваться с Трампом. Ну, да, он может там, ну, сказать, что мы будем покупать оружие, но сильно не разгонится. А кроме Германии, какие еще страны способны растянуть кошелек? Ну, Великобритания, Швеция, Норвегия, э, возможно, Польша и страны Балтии. Но там возможности мизерные. А по-крупному способна играть только Германия. Вот поэтому расчеты на то, что Трампа превратить войну Байдена в бизнес Трампа, они могут споткнуться, скажем так, э, обстоятельства европейской экономики и политики. Ну, уже Франция заявила о том, что нам надо развивать собственный ВПК, а не финансировать американский. Чехия — аналогичное заявление. Италия, ну вот, как говорится, коалиция желающих, но не могущих вот, на лицо. Если мы попробуем понять, какая тогда, ну, перспектива войны, да? То есть, я так понимаю, что, ну, окей, деньги есть, оружия нет, Людей нет. людей хватает все больше, ну, Ну, то есть, ну, качество контингента, по-моему, ну, уже у вас масса гостей,
как говорится, поднимали эту тему. Ну, то, что случилось в Гончаровске, в Десне, вот, ну, это такое нехорошее место, Десна, еще с советских времен, когда там была учебка, когда призывники в советской армии, ну, был такой похабный стишок: лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в остер. Вот, ну, я думаю, мало что изменилось. Но, судя по всему, отношение к людям, ну, оно выливается в такие трагические происшествия, которые случилось на этой неделе в Гончаровске, в учебке. А это яркое свидетельство того, с кем, ну, кого гребет сейчас, вот, кого гребут ТЦКшники. 70% бегут из учебок, дезертируют. Ну, людьми с такой мотивацией вы рассчитываете победить Россию, ну, как говорится, блажен, кто верует. Если мы поднимем вопрос геополитически. Сегодня The Time написали у себя, что Путин, Си Цзиньпин Мгм. встречаются на параде 80-летия Победы во Второй мировой войне на площади Тяньаньмэнь. Это мероприятие в начале сентября, ну пока там непонятно, там второе, там третье, в общем, по датам пока не ясно. Ну, в общем, начало сентября. Имеется в виду, когда парад, непонятно. А, 3 говорилось 3 сентября. Ну, непонятно, когда парад, когда именно Ну, назначен там еще этот день. саммит, там же саммит ШОС еще планируется, ну, То судя есть по все всему. как бы, да, все до кучи. И вроде как победа же во Второй мировой, как без США. И там, получается, Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут устроить новую Ялту. И раскрыта, кажется, загадка 50 дней, которая дал Трамп Путину. А, соответственно, после этой встречи может возникнуть новое какое-то обстоятельство. Или срок продлится, или вообще будет неактуален. Ну, приедет ли Трамп, это вопрос. Путин уже подтвердил. Но если приедет Трамп, в любом случае, даже если там не будет, как говорится, на троих не распишут, если даже не будет новой Ялты, все равно это будет выглядеть ну, такой знаковой победой Путина, поскольку ну, даже явные недоброжелатели России, у них язык не повернется сказать о международной изоляции России, ну, все будет воочию. Как раз вот в этом году 75 лет начала Корейской войны. И 74 года с момента, когда начались переговоры. То есть, когда, казалось бы, война уперлась, но война продолжалась до 53 года. 2 года велись переговоры, но война шла, люди гибли. И гибли там в миллионных количествах. То есть, число погибших корейцев, китайцев, американцев, оно исчисляется миллионами. Да, американцев там на фоне потерь Китая, ну, 63 тысячи, это, конечно, не там, около 60 тысяч не впечатляет. Но Китай, который в октябре 53-го, 51-го, 50-го года вступил в войну, и который, ну, спас фактически режим Ким Ир Сена, который эту войну спровоцировал. Это, кстати, очень наглядный пример того, как небольшие совсем по величине исторические и политические фигуры сумели втравить в такой блудняк таких гигантов, как Мао и Сталин. Да и Соединенные Штаты не горели большим желанием участвовать в войне. Более того, за несколько дней до начала войны госсекретарь США Дин Ачесон, ну, не назвал Корею в числе приоритетов, вот, ну, говоря об оборонительном периметре Соединенных Штатов. Но случилось то, что случилось. Ким Ир Сен рассказывал про 200-тысячную партизанскую армию, что Соединенные Штаты не ввяжутся и так далее. И вот вначале все было, проходило, как говорится, как по маслу. Тем более, что план боевых действий был разработан, ну, доработали уже с советскими военными советниками. И как раз вот в эти 75 лет назад, в июльские дни, проходила эта Джонская операция, в ходе которой была разбита 24-я дивизия армии Соединенных Штатов Америки, а ее командующий, командир дивизии, генерал-майор Дин, попал в плен. Кстати, единственный генерал за Корейскую и Вьетнамскую войну, американский генерал, который оказался в плену. Вот. Был взят Сеул за 3 дня.
американцев и южнокорейцев загнали на Пусанский плацдарм, и казалось, все, дело сделано. Ну, тут случилась э, Инчхонская десантная операция. Корейцы не смогли прорвать оборону Пусанского в Пусане, а в Инчхоне в тылу высадились американцы. И все перевернулось, и уже война покатилась теперь с юга на север. Вернули, отбили Сеул, захватили Пхеньян, загнали войска Ким Ир Сена аж к реке Яму. Ну вот к октябрю 1,5 миллиона китайских добровольцев опять перевернули ход войны. Война снова покатилась с севера на юг. Снова был отбит Пхеньян, возвращен Сеул. И так продолжалось до весны 1951 года. Но в июле, к июлю 1951 года, несмотря на то, что боевые действия шли, продолжались бомбежки, воздушная война. Но, гибли люди, но тем не менее 2 года велись переговоры. Вот прежде чем в Ханвон-Джоне было подписано перемирие. Ну, вот то, что может происходить у нас и со Стамбулом. То есть переговоры могут идти, а война будет продолжаться и будут продолжаться гибнуть люди. Вот такая перспектива. Понятно, у нас сравнивают, ну, я всегда говорю, что когда говорят о 38-й параллели, знаете, сравнивать надо сравнимое. То есть совершенно разные вещи, но пример этой войны, он весьма нагляден. То, что заявление о готовности говорить о мире и так далее, но оно не всегда коррелируется с военными реалиями. И да, ну, судя по всему, ЗСУ предстоит еще вторую половину лета еще ну, обороняться, и дай бог, чтобы фронт не посыпался. Вот я всегда больше всего этого опасаюсь, но судя по всему, на это делают ставку в российском генеральном штабе, создавая локальные кризисы по всему периметру, раздергивая украинские резервы в расчете на то, что в какой-то момент резервов у Генштаба ЗСУ попросту не хватит. Ну, наверное, поэтому и хвалят вот эту мобилизацию. Ну, вот Шмыгаль хвалит, говорит, все хорошо, смотрите, как у нас план выполняется, все отлично. И вроде как никто не замечает то, что происходит на улицах, кроме венгров. Не только. Потому что Вот. венгры заметили и подняли, насколько они могут, сильно, маленькая Венгрия, насколько может поднять большой хай в Европе. Какие А Европа не последствия? видит. Да. Кстати, вот в европейских медиа это была тема табу. Вот недавно пока вот один из телеграм-каналов показал, как немцам показывают кадры мобилизации в Украине. Я спрашиваю, что это, Северная Корея? Нет, это Украина, немцы не верят. Действительно, эта тема табу, и, ну, и европейские друзья Украины, они делают вид, что все в норме, ну, что все в порядке вещей. Но и Орбан, поскольку он является таким штатным возмутителем спокойствия в Евросоюзе. Ну, для него, я и ранее говорил о том, что тема защиты венгерского меньшинства в Украине – это неразменная внутриполитическая карта. На ком еще. И тут, да, Будапешт ухватился за этот трагический инцидент, но, к сожалению, такие случаи происходят каждый день. И Орбан, да, он будет это раскручивать, но это скорее для внутриполитического дискурса. Революцию в сознании в странах Евросоюза проломить вот эту информационную блокаду относительно негативных аспектов украинской мобилизации Орбан не сможет. Заглушат эту тему. Но в Венгрии эта тема будет активно крутиться. Равно и будут продолжать гибнуть люди. Ну, вот как с киевским э, мобилизованным, которого не приняли, ну, покупатели из частей ну, не захотели брать, ну, повезли обратно на ДВРЗ в Киеве. Ну, по пути купил алкоголь, энергетик и начал бузить. Ну, один из ТЦКшников просто оходил его электрошокером, а потом сплясал на нем джигу. В результате, ну, на ДВРЗ уже привезли бездыханное тело. Ну да, открыли уголовное дело, ТЦКшнику грозит 12 лет, но много ли вы найдете в едином реестре судебных решений такого рода прецедентов? Единиц.
А случаев, к сожалению, ну, довольно много. Нет, ну, И здесь вообще, буквально, смотрите, по поводу венгров нужно как бы подчеркнуть, что а зачем было жечь церковь на Закарпатье ну, и писать знаете, «Мадяров на ножи»? Зачем? мне кажется, что тут могут, как говорится, э, поработать и откровенные провокаторы, то есть не будем комментировать ну, на связи с какими спецслужбами они находятся. Ведь подобного появлялись и там и отношения поляков. То есть, когда возникает какой-то конфликт, ну, всегда, когда третья сторона ищет свою выгоду, важно там, в нужный момент подлить масло в огонь. Ну вот поджог церкви Берегова, естественно, это воспримут болезненно со всеми вытекающими последствиями. Тем более, что если те, кто бывал в Берегово, знают, что там гораздо чаще вот в кафе, в магазинах можно встретить на часах будапештское время, чем киевское. И да, ну, количество машин с венгерскими номерами иногда производит такое впечатление, что находишься где-то в Восточной Венгрии, а не на западе Украины. Сегодня также согласовали и ну, провели 18-й пакет санкций. Радости на телемарафоне много. Говорят, смотрите, потолок нефти болезненно ударит по российским доходам. Другие говорят, что, смотрите, как бы санкции это, конечно, хорошо и прекрасно. Там северные потоки 1-2, в общем, нефть, там целый ряд, опять-таки, лиц и компаний. Белорусов коснулось, кстати, там, ну, такие секторы, там оружие из Беларуси, в общем, ну и банковские достаточно болезненные санкции там предприняли против Беларуси. Ну, наверное, как точки, где можно там обходить какие-то вещи. А, Медведев говорит, что на ход войны это не повлияет, а только усугубит ситуацию, будут бить еще сильнее по Украине. Сегодня в Сумах был прилет и не сообщают подробностей по понятным, наверное, причинам, потому что попали, да, но в части большой города нет света после этого прилета. Санкции как некий инструмент. Вот выписали 18-й пакет, да, приняли его, согласовали. Сейчас пишут 19-й. Ну, это уже становится как-то смешно. Ну, это да, смешно. Цель ничто, процесс все. Вот, по-моему, совершенно алгоритм, по-моему, совершенно очевиден. То есть важно изобразить действия, ну, не беря во внимание, какие будут результаты. А результаты, ну, то, что благополучно Россия научилась обходить такого рода ограничения, допустим, когда регистрируется там в нейтральных в третьих странах какая-то компания, которая последовательно управляют. Российская нефть через благодаря Северному танкерному флоту переваливается на вот, суда, которые принадлежат вот такой абсолютно чистой компании. И эта нефть становится собственностью, ну, она отмывается. То есть, вот технологию отмыва и отхода вот этих санкций, по-моему, в России отработали за 10 лет, было время подготовиться. И совершенно понятно то, что угроза вот этой санкционной дубины с стопроцентными санкциями со стороны Трампа, она не возымеет ровным счетом никакого действия. Проблема в другом. Проблема в том, что вот это санкционное давление, оно, ну, зная, допустим, как говорится, подходы Кремля, ну, будут действовать от обратного, наоборот, демонстрировать том, что нам все, как говорится, ни по чем, мы не уступим, мы будем продолжать. И вот даже с санкциями мы стали фактически четвертой экономикой мира и так далее. То есть, поэтому вот это санкционное давление, там, естественно, меня немножко озадачивает там пункты насчет санкций относительно северных потоков, в то время, когда американские бизнесмены проявляют интерес к этому объекту и там возможности выкупить. Вот тут интрига. Вот, да, действительно, реальная интрига. Вот. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Но о том, что с санкциями что-то не то. Ведь те, кто рассказывает о том, какие это проблемы вызовет Россия, они то же самое рассказывали в 2022 году.
То есть, ну, как-то рассчитывать на то, что у других память как у рыбки Гуппи, ну, это тоже было бы наивно. Но, тем не менее, считают, что people схавает и продолжает вот эту в ту же дуду. Вот-вот и Мордор загнется. Вот, под гнетом санкций, ну, абсолютно абстрагируясь от реального положения вещей. Ну, не знаю, сегодня такая, ну, такое событие своеобразное, оно такое внутрироссийское произошло. И я сейчас даже не про вот эти все там принятые законы о том, что VPN нельзя пользоваться, ну, вот эти все вещи, да, там такая дуристика о том, что Да, там никуда, ну, в общем, вы в курсе, да, то есть, если да. совершил преступление, а у тебя VPN, и ты там чего-то пользовался, то тебя Это, да. отягощают. Отягощающая, да. Поиск экстремистских материалов в сети, то есть приравняли. Ну, мысли преступления тоже тут же. Орел где-то там в сторонке. Ну, тут как бы, причем сами вот эти отъявленные такие российские, как это, ну, принято называть, зетники, да, или те, которые вот прям топят Да. за Путина, за Кремль, за власть, за политику, вот такие прям даже Да. некоторые адекватные так разводят руками, говорят, ну разве так можно, ну надо же как-то немножко быть объективнее, даже они в шоке, говорят, вот я вбиваю «Я русский», Мгм. ну, как бы песня Да. шамана, а есть же еще труд националистический, экстремистский, тоже такой же, Да. тоже «Я русский», точно так же называется. И вот поди разбери, это я Да. запрос делал на песенку послушать, или вот это вот запрещенку, вот эту, которая там, ну, нацизм русский только, Да. такая литература есть. Ну, в общем, такой как бы парадокс. Но это как и у нас, все-таки давайте все-таки различать. В России мир, это важно. Ну, Ну вот, да. И война не ощущается в подавляющем большинстве регионов, там, за исключением Белгородской, Курской области, там, куда иногда прилетают украинские беспилотники. Вот в других регионах там война выглядит абсолютно таким абстрактом. поэтому, ну, если так объективно посмотреть, вот эта дурость законов, она компенсируется вообще непониманием, как их применить. Поэтому тут такой момент. Мы тоже в это играли и продолжаем играть. Ну, просто время Ну, не военное доиграли. тяжелое, не доиграли, Да, не доиграли. ну, не сумели. Значит, я к чему это все веду? Я к тому, что, то есть в России событие произошло интересное. Из Москвы долетел борт до Геленджика. Ну, лето, понятное дело, там, это востребованное направление. По-моему, Краснодар закрыт, ну, Ростов точно закрыт. Там еще был недавно скандал, что на военных самолетах там любовницу кто-то катал, а теперь к нему пришли, разбираются. Она в Инстаграм выложила свои путешествия в рилсах. Ну, в общем, аэропорты закрыты, но все-таки нужно. Там Сочи открыты, нужно вот как бы Геленджик тоже подключили, там сделали небольшой крюк, но сделали. Я к чему? Я к тому, что у нас за последние там неделю, полторы произошли два таких события. Во-первых, Руслан летал. Руслан улетел. Ну, судя по всему, прятался где-то не на заводе Антонова. Хотя его там модернизировали с 2021 года, несколько лет. Вот, и как заявлено, уже без использования российских комплектующих, но спрятали надежно, не пострадал и сумел улететь. В Лейпциг, где сейчас находится вот эта база, где базируются Ну, остальные Росатом. опять-таки сумел улететь, чтобы в дальнейшем зарабатывать деньги. На Деньги, да. Западе, ну, перевозить грузы туда-сюда. То есть это все-таки Руслан, большой грузоподъемности самолет. Поэтому, когда нужно зарабатывать деньги, тогда у нас и воздушное пространство приоткрывают. Плюс какой-то борт был замечен вчера или позавчера над Карпатами, натовский. Он пролетал Мгм. как-то так вот с севера на юг летел. То есть возникает вопрос элементарный. Так может нужно как-то пробовать открывать небо в Украине? Ну смотрите, понятное дело, есть ограничения, но я имею в виду приграничие, да, в какой-то там полосе. Мгм. Но они все-таки находят выходы, а наши хоть кол на голове тиши. Ну, действительно, вот, допустим, в том же Ужгороде там взлетная полоса, ну, буквально самолет взлетает, он уже в воздушном пространстве Словакии. Но, знаете, э,
крылатые ракеты или шахед могут долететь, пролететь и через Карпаты. Вот, и, то есть, как бы страховые компании, ассоциация, ну, международная ИКАО, ну, я думаю, негативно посмотрят на перспективу открытия где-то там вот в приграничных регионах аэропорта. Но как бы демонстрирует, том, что э, закрытие неба над Украиной это не вечно. Ну, готовить, допустим, ну, там инфраструктуру аэропортов, ну, это стоило бы даже с точки зрения государственного пиара, так, чтобы показывать, что мы не только о войне, но и о том, что после войны будет, думаем. Ну, наверное, наверное, это стоит делать. Но пока я в ближайшие месяцы, я думаю, до этого дела точно не дойдет. Хотя вот наиболее потенциальный кандидат вот на это действительно аэропорт в Ужгороде. Там можно было бы организовать. Так что вряд ли бы, учитывая то, что он непосредственно на границе со Словакией, туда что-то бы полетело. Очень интересный материал вышел в Spectator. У Украины два врага. Два Владимира, Зеленский и Путин. Это, скажем так, неназванный украинский экс-министр сообщил. Вообще, конечно, вот это сейчас последнее время такая мода. Ну, Ну, экс-министр какой, экс-премьер, ну, это может и Азаров сообщить. Это вполне, нет, смотрите, ну, какая история. Просто сейчас вот Вашингтон-Пост публикует о том, что там, в общем, Трамп призвал Зеленского наступать во время разговора 4 июля. Это сказал какой-то украинский чиновник. И это, ну, его не назвали, но он и понеслось, и понеслось. Ну, информация 100%. И получается, о, Трамп за войну, и Трампа начинают гнуть в эту сторону, да, вот на чашах весов. И там сколько ни выходи, и не говори, что там, у меня сын, все равно скажут, что у тебя плохая дочь, да, и занимается непосредством, да. непотребством. И получается вот такая вот очень интересная. Так вот, материал Спектейтор. Значит, Путин разрушает Украину извне, а Зеленский изнутри, подрывая волю к сопротивлению, моральный дух, права человека попираются, идет давление на политических оппонентов. Состоятельные и влиятельные люди, которые могли бы поддержать оппозицию, лишаются собственности, а оппозиционные медиа глушатся. Ирония в том, что эта путинизация Украины финансируется Западом, заявил бывший министр, некогда горячо поддерживавший Зеленского. Вот так там намекает издание. Ну и говорит, что больше 5000 украинцев оказались под санкциями, их имущество было заморожено. Значит, тут уже как Около бы... уже 10 000. Около 10 000. Это у него устоявшая информация. Ну и тут уже конкретно называют экс-главу НБУ Кирилла Шевченко. Он говорит, что санкции привели к закрытию YouTube-каналов критиков за последний месяц. Цензура часто становится щитом для авторитарных лидеров. В общем, материала 3 я насчитал, если этот считать, этот Spectator, и 2 еще в Financial Times, о том, что у нас прям диктатура намечается. Ну, Ну, смотрите, ну, ладно, такая. ладно там на ТЦК и произвол можно закрыть глаза, ну они ж воюют, пускай там воюют. Ну а на эти материалы про Зеленского, ну вряд ли же никак не обратить внимание западным спонсорам. Почему тогда деньги дают, раз так пишут? Ну, сукин сын, ну, свой сукин сын. Знаете, вот когда человек попадает во власть, ну, испытания медными трубами выдерживают далеко не все. И Владимир Александрович не исключение. То, что копипастим северного соседа, такой путинизм на минималках, ну, причем при, скажем так, куда иногда там проценте, зашкаливающем проценте коррупционной ренты и откровенном беспределе, там хотя бы, ну, как-то э, в России все-таки чтут букву закона, и даже если, как говорится, прибегают к каким-то репрессивным действиям, то все в соответствии с буквой закона. У нас же, ну, его величество беспредел, это наше все. То есть, особенно последние годы. И тем более, что вот санкционный механизм,
в отношении граждан собственной страны, которая является ну, абсолютно противозаконным. Но, тем не менее, ну, вот мне злые языки говорят, что и ваш покорный слуга там в очереди, то ли на уголовное дело, то ли на санкции, но, знаете, ну это слухи, но тем не менее, как говорится, президентская программа Владимира Зеленского санкций кожному. Вот, можно обозначить это так. Вот, к сожалению, тех экономических, финансовых возможностей, которые есть у России, у Украины сегодня нет. Вот, а это по определению приводит к тому, что удерживать ситуацию приходится ну, с помощью откровенно репрессивно-полицейских методов. Отсюда вот это и пресловутые вот эти полицаи ТЦК, это, как говорится, сидеть, лежать, бояться ради этого. Потому что какого-то иного логичного объяснения, потому что военные плюются от такой мобилизации. Но, очевидно, это такой полицейский аспект. Вот таких сформировать в лице ТЦКшников корпус таких Тонтон-Макутов. Это были у папы Дювалия такие формирования парамилитарные. И вот как-то оформить вот этот режим демократуры. То есть, когда за демократическими декорациями и атрибутами скрывается вполне такой очевидный персоналистский авторитарный режим, который мы и наблюдаем сегодня. С стремлением к унификации там, в вопросах языка, исторической памяти, религии. Поэтому ничего удивительного. И вот визит Келлога, к сожалению, вот многие рассчитывали на какие-то, что с Трампом будут подвижки, тут ошиблись, конечно. Трампу фиолетово, то есть ему как соловью, что тут в Украине происходит. И в какой-то момент, да, там, конечно, лоббисты могут ситуацию дожать, но пока создается такое ощущение, что все равно. То есть, если с профессиональным Келг обсуждает вопросы свободы религии с профессиональным воинствующим атеистом еще советского разлива, Еленским, который давным-давно, вот кого надо было декоммунизировать, так это главу вот это ДССС. Ну, смотрите, тут же видите параллельно там портреты дарит главный раввин Украины, в Бабий Яр его водят. Ой, кстати, вот и Владимир Александрович наградил главу венгерской общины. Ну, это, знаете, ну, из Закарпатья. Ну, это же надо, как говорится, компенсировать рост напряженности в отношениях с Будапештом, показать, вот у нас все прекрасно, все хорошо. Но это чисто чиновничий шаги. Вот я думаю, что реальность, она немножко другая. Но у Владимира Александровича она такая параллельная. Параллельная чиновничья. М, Я вот не могу понять, почему люди не видят, что война проигрывается. Ну как? Ну вот Люди себя убеждают. Но, знаете, иногда, видя очевидное, ну, говорится, внутренне это отвергается. А те, кто говорят о том, что называют вещи своими именами, тоже записывают там в предатели, в агенты Кремля и так далее. Ну, это же проще всего. Так, чем вести дискуссию. Ну, взгляните на карту Deep State за прошедший месяц. По-моему, все очевидно. Ну, как там, да. Люксембург с начала года мы потеряли. Да, да, Маленькую да. страну европейскую. Да, С очень, да. очень высоким Сикорский, ВВП. да, да. Сикорский может рассказывать, конечно, все что угодно, что с такими темпами Россия будет завоевать Украину 70 лет. Но не на территории Польши идет война. Всегда больше всего проигрывает та страна, на территории которой ведется война. Вот мы упоминали Южную Корею и Северную Корею, Корейскую войну. Но тогда действительно вот, накануне войны север был более промышленно развитым. И наоборот, юг был более аграрный, более отсталый. Там, кстати, и сильнее были коммунистические настроения. Но там не было 200 тысяч коммунистических партизан, о которых рассказывал Ким Ир Сен Сталину. Но основные предприятия, которые были построены японцами в период, когда Корея была колонией Японии, это север.
американцы вынесли все в кирпич, в труху превратили бомбежками. Бомбить американцы умели. 98% энергетики Северной Кореи было разрушено. Там вообще 2 недели страна жила без электричества. Не было как такового. Ну, тем не менее, спустя 70 лет ядерное оружие, сумели реализовать ядерные проекты и средства доставки ядерного оружия. Да, они, как говорится, хромают, возможно, ну, там, если говорить о ракетах, там, это не Смотрите, шедевр. я просто к чему? Я к Но общественному измерению вообще состояния общества. Друзья, доголосуйте, пожалуйста, в опросе нашем сегодня, кто пойдет в наступление раньше. Россия и Украина одновременно пойдут. Ну, это как, да, Россия будет идти, как идет, или усилится, но куда-нибудь какой-нибудь бодрый заход в ВСУ пиарно как бы победит информационно. ну, Вот это. Сейчас там уже качают, я, кстати, тоже ну, наблюдаю, так удивляюсь. Все, Сумская область потеряна, ну, вот это приграничье. ну, Приехали год назад какие-то, мы обсуждали. приехали Год назад какие-то мы обсуждали Курскую операцию. Приехали Год назад. какие-то эти колумбийцы, поляки, россияне не сдерживают эту юнаковку, вот это все там, где они сейчас стоят, откатываются назад, командование забило. Ну вот это сейчас такое разгоняется тоже. Ну, это попытка раздуть тактический какой-то локальный тактический успех до масштабов такой вселенской победы. Ну, мы помним, э, какой духоподъемный эффект произвела Курская операция. Но ведь никто, ну, трезвые люди говорили, что неделя, 2 недели, и надо уходить. Да, задержимся, будет горе. Ну, и действительно, там, глядя, сколько было потеряно бронетехники на просторах Курской области. Ну, конечно, и понимаешь, что это Курская операция превратилась в Курскую авантюру, и которая плавно переросла уже в Сумскую операцию, но уже российских. Я прошу всех проголосовать, поставить лайк, если еще не поставили лайк, сделайте это. Еще одну тему обсудим. Я все-таки об общественном измерении. Вы знаете, если война проигрывается, то когда-нибудь будет окончательно понятно, что, ну, как, окончательно имеется в виду большему числу людей, как внутри, так и не внутри страны, понятно, что она проиграна. И тут возникает очень интересный вопрос. Кто будет козлом отпущения? На кого повесят проигрыш в войне? Сегодня эпизод произошел, который на самом деле вот это все, ну вот эти все россказни о том, что вот украинцы там вернутся, это любят рассказывать там Притулы, еще кто-то, говорят, в Да, общем, Александр, я же вам говорил, что вот есть пример Балкан, балканских, Боснии и Герцеговины. Вернулось менее нет, 25%. смотрите, Остальные... тут другой момент, тут не балканский момент. Тут вот именно, смотрите, то есть вот вернуться, у нас вообще тут страна возможностей, Ага. все тут как бы зарплаты высокие, а труд вроде как неквалифицированный, потому что тяжело кого-то найти. Ну, всех выкосила война и вот эта бусификация, поэтому там условно дворнику платят теперь больше, да, лишь бы у него была какая-то инвалидность, чтобы он мог не попасть в ТЦК. Предприниматели жалуются о том, что беру человека, раз-раз, неделька, вторая, его нет. Все, кого мне брать дальше? Работа стоит. Мобилизовали. Бизнеса нет. То есть, ну, вот эти такие люди, которые там что-то своими руками создают, имеется в виду какие-то компании, какие-то, неважно. Сегодня состоялась такая достаточно триггерная история, когда в киевском метро, в забитом вагоне, непонятно, на видео это не попало, но сообщают, что какая-то женщина, девушка, сказала «Слава России», и, ну, что-то, короче, про Путина, что он молодец, ну, что-то такое. И плохо отозвалась там про Украину. В общем, там были какие-то мужчины, тут зарядил ей в лицо, потом ногами, потом еще раз зарядил, давай его выталкивать с вагона. Ну, Людей много, парни плюс-минус такие, ну, студенты, видно по лицам, что не сильно там, они там все ходили, все, кто-то снимал на телефон, кто-то нос воротил, женщины там какие-то кричали, что ж вы делаете, но никто не вступился, никто вообще даже от слова совсем. Это второй случай в киевском метро, когда происходит какая-то дичь. Первый был совсем недавно.
женщина снимала, ехала с ребенком, что-то повздорила с каким-то по гражданке одетым, а он рассказывал, что он военный, а где твой папка, а где твой муж, я тут вас защищаю, вы тут расфуфырились, и мне там что-то рассказывают, ну, какой-то невменяемый, то есть скандал. Ну, там до рукоприкладства не дошло. Здесь конкретно уже перегиб и просто срыв, Да, как сдвиг да, по фазе. Вот вам такое конечно. общество, кто сюда Ну, будет это же возвращаться? универсальный пример. Если, ну, как говорится, перевести стрелку, если э, перевести стрелки, если надо, как говорится, спрыгнуть с вопроса ответственности, ну, надо вот как с этим, с мобилизован, ну, Гончаровский, который расстрелял сержантов. Ну, а он там в 22 году собирался уехать в Россию. То есть, она там что-то выкрикивала на русском языке. Не имеет никакого значения. В данном случае это со стороны этих, возможно, то, что она говорила, оно там и административно наказуемо, но те, кто убил эту женщину, ну, это чистой воды хулиганка, которая должна караться в нормальном государстве. У нас, наоборот, это возводится в такую вот, акцептируется, возводится в норму. Но я уже не раз говорил о том, что общество переполнено агрессией, нетерпимостью, и с учетом того, что еще и вернутся люди из ПТСР, которые видят мир в черно-белом свете, ой, будет беда. То есть, и вот предпосылки для руины как раз они, это не в том, кто там сидит на Банковой, а в том состоянии общества, когда, ну, э, половина населения находится на грани. Э, Если там какой-то процент еще может справиться, ну, психолог, то для в отношении остальных это нужны психиатры. И Я вот этот просто, градус и агрессии, он рано или поздно выплеснется внутри страны. Вот в чем проблема. смотрите, ну тут можно как, там, одни говорят, я не верю, что это вообще женщина, там кто-то говорит, она пьяная, кто-то говорит, что вообще Ну, может. нет, на видео нет того, что она говорит. А придумать и рассказать можно все, что Ну, угодно. смотрите, я не то, что не, ну как, давайте предположим, что она действительно в вагоне метро среди всех людей там начала говорить «Слава Путину». Предположим. А, Но это тоже ведь какой-то дичайший протест, и мы это уже видим неоднократно. Я помню, то есть вот совсем недавно женщины тоже две, примерно такого же возраста, ну девушки, не сказать, что девочки совсем молоденькие, ну такие уже, ну девушки, они выпили и в Киевской области там включили вот эту «Матушка земля», Да. ну вот это все, и выпивали, танцевали. К ним приехали полицейские составлять протокол, они там дальше продолжали там показывать средние пальцы. Ну, в общем, ну понятно, что они вот в таком состоянии. Это ведь тоже выплеск протеста, ну как, того, что Есть, подавлено. а, вот. И то, То, что... о чем вы говорили, о том, что два врага. Вот, вот эта публикация, ну, к сожалению, я же не раз говорил о том, что у Зеленского была одна задача. В условиях войны надо было так или иначе, это оптимальный момент для модернизации страны, для адаптации к изменившимся условиям. Он же пошел, оставшись, возглавив систему, ну, он пошел по пути сегментирования общества на правильных, неправильных. Это так или иначе там логически приводит к разделению общества со всеми вытекающими последствиями. Ну и как в старых мудрых книгах в Библии написано, что град разделенный падет. Но вот его ответ Гончаренко, это же Мгм. тоже что-то из ряда вон. Военное, причем медийные такие. Ну, в хорошем и не очень смысле, потому что за этими военными мы там наблюдаем, как они освещают события на фронте. Можно по-разному относиться к ним. Я к тому, что это, ну, Есть короче, военные есть... военному рознь. Есть прикормленные военные, которые с рук кормятся, а есть те, кто действительно окопники, фронтовики, те, кто реально воюет, кто реально подставляет Ну, голову. короче, Это есть две большие разницы. определенный высокий градус упоротости в публикациях вот этих медийно активных военных. Естественно, И они пошли они же против Зеленского. И они сказали, что, ребята, вы, конечно, вам там хорошо и весело, вы тут друг друга на фронт ну, отправляете, на «ты» называете, и вот это вот перепалки устраиваете. Но по сути, суть этого конфликта была в том, что
из армии Гемеля не украинской или 200, или 300. Другого пути нет. Это, конечно, ну, Зеленский оказался не готов к этому вопросу. И дело не в том, что Владимир Александрович благополучно избежал службы в рядах ЗСУ, хотя там, парохоботы ему забрасывали то, что он проигнорировал повестки. Но вопрос в другом, том, что сотни тысяч украинцев, да, которые не видят перспектив, и, и нет, это не урегулирован вопрос. Сколько можно быть на нуле, то есть или вы 200 или 300. Естественно, это тоже является сильнейшим деморализатором. Естественно, это приводит к тому, что в СЗЧ уходят не только тех, кого только что там прихватил, бусифицировали, а и те люди, которые честно, добросовестно и самоотверженно там, провоевали год, два, три. И такие берут. Увы, ну, когда человек не видит выхода и непонятной перспективы, непонятно, как говорится, твое будущее, но многие предпочитают действовать таким образом. Тут еще очень важный аспект, ну и как не аспект, а давайте так вот подтекст, назовем его вот этой перепалки. А, Ну, во-первых, понятно, что Гончаренко это делает в своих там политических интересах. Вы как политтехнолог Ну, знаете и понимаете. Ну, да, он мастит себе дорожку, как говорится, под... но то, что Зеленский своим ответом выбил, вот буквально просто возмутил сотни тысяч военных, ну, таких непаркетных, это Да, однозначно. Значит, он говорит, да, что солдаты вернутся домой, когда мы победим врага, да. Путина, и они заслуживают ротации, тогда такие, как вы, будете на фронте помогать им. Это он как бы, ну, к Гончаренко обращается. Тот говорит, я там помогаю, как могу, я тут служу, я тут тоже, ну, в общем, понятно. Из этого ниточка тянется к абсолютно дичайшему материалу Reuters, который мы слышали, в принципе, еще при министре позапрошлом обороны Резникове, который говорил о том, что давайте делать из нас полигон. Получается, Да. что все вооружения, рабочие, нерабочие, там, надежное, ненадежное, все давайте к нам, мы готовы тестировать, вы получите бесценный опыт. Все, что более-менее стоящее, говорит Зеленский в интервью Newsweek, мы готовы американцам продать или как-то обменять на какую-то поддержку, на какое-то другое оружие, старое оружие. Но вот это вот мы протестировали, и у вас таким образом американцы будут передовые технологии. Хексет будет лихо сниматься на видео с вот этими своими американскими дроноводами. То есть вот, то есть ниточку эту можно протянуть дальше, и получается вообще Конечно. плохо. Ну, Александр, увы, это правда. Даже если бы это не прозвучало публично, оно всегда, любой театр военных действий, любой военный конфликт, любая война – это полигон для того, чтобы ну, выяснить реальные возможности, реальную эффективность тех или иных систем. Ну, вот как было с этими свитчблейдами американскими. Тоже в 22 году тоже их некоторые наши эксперты записывали в Вундерваффе, оказалось, что ну, очень посредственная. Там еще 600-й Switchblade более-менее, 300 это ни в какие ворота. Всегда производители, естественно, в расчете ну, оружие же дорогая вещь, там, и тем более высокая маржинальность, они всегда завышают тактико-технические характеристики. Но именно война дает возможность ну, не стоило, конечно, этого говорить. То есть, есть те вещи, ну, которые, как говорится, по умолчанию. Безусловно, это режет ухо, и когда страна превращается в полигон, ну, это худшее, что может предложить политик. Ну, для военных, да, это возможность. Для конструкторов это возможность. Но для остальных граждан это беда. Да, безусловно. Давайте перейдем к вопросам нашего сегодняшнего эфира, но предварительно традиционно подведем итоги опроса нашей трансляции. А они сегодня вот такие. Кто пойдет в наступление первым? 4% считают, что Украина, или 4% считают, что одновременно. 36% никто будет катиться, как катится вот сейчас. 36%, и 56%, что Россия все-таки пойдет раньше в наступление, и эти 50 дней это как отмашка, да, для того, чтобы довоевать. Что скажете? Окно возможностей, я бы сказал.
причем которым, естественно, Путин попытается воспользоваться по полной программе. В чем у меня сомнений нет. Так, тем более оптимальное время, большой световой день, зелень, ну, чем не наступать. Тем более, что пока так, пусть со скрипом, но агрессор получается. Мгм. Увы. Значит, к вопросам аудитории. Сообщество YouTube, потом чат трансляции, режим Блиц, чтобы побольше успеть. Петр Скоморохов. Кремль, Пекин, остальные страны глобального юга постоянно говорят о многополярном мире. Но разве это не химера? Ведь есть же прекрасная скрепная русская поговорка: «У семи нянек дитя без глаза». И двое всегда договорятся, а 10 никогда. Посмотрите, что творится с миром, в котором ослабло однополярье. Что ж тогда будет, когда воссияет это чудище многополярье? Биполярная. Ну, знаете, вот биполярность, вот, которую говорили китайские э, деятели. Китай ведь он не претендует на роль глобального полицейского, в отличие от Соединенных Штатов в конце 20 века. Китай скорее выстраивает сеть. Но я не раз говорил о том, что это приведет к тому, что вот фрагментация мира, она придет к тому, что каждый начнет играть по своим правилам. Как это происходит сейчас на Ближнем Востоке? Посмотрите, вот с Сирией. Там полезли эти боевики Джулани, там, сирийской армии в Сувейду, где провинция, граничащая с Голландами, с Израилем. Ну, тут же, как говорится, последовал удар по Дамаску, по Министерству обороны. Там в Как прямом эфире даже. демократическая страна же Сирия, с новым гербом, костюм. Но вот Израиль играет по своим правилам. По своим правилам играет Эрдоган, который там фактически север контролирует, север Сирии. Вот. Поэтому либо не будет вообще никаких правил, либо каждый более-менее сильный будет играть по своим правилам. Вот к такому А, миру мы катим. Значит, Борис, Таурус уже разбомбили в упаковке, как пишут некоторые каналы, или они еще не пришли? Ну, откуда, знаете, на некоторых каналах пишут то, что раньше писали в уличных туалетах. Вот. Ну, по-моему, очень четко была заявлена позиция, ну, и Мерца, и ранее Шольца о том, что нецелесообразно. Ну, с учетом того, что есть несколько версий Тауруса. Экспортная версия, она ограничена 300 километрами, но Таурус на максималках, да, это 500-600 километров, это, ну, способен далеко залететь. Но э, этот вопрос сразу же был исключен и Мерцем, то есть табу. Э, Так тяжело склеилась коалиция, нынешняя коалиция в Германии. Рисковать коалицией из-за вопроса поставки Таурус в Украине никто не будет. Равно как, я более чем уверен, тут заговорили о поставках томагавков, о том, что там вот с 1200 километров вот Кремль обязательно достанем. Это фигня. Никто томагавки, во-первых, у нас нет платформ для запуска томагавков. То есть Су-24 его не приспособишь. Вот. Обычно он запускается с морских носителей. Вот. Это раз. Во-вторых, никто поставлять томагавки Киеву не будет. Да, Трамп, возможно, будет требовать каких-то результатов, но Трамп, он гешефтмахер, но он не Ну, военный. по поводу всяких И каналов, мне тоже сегодня подписчики скидывали какой-то израильский блог, там все, новости, все только что, сенсация, Джулани бежал из Сирии, военный переворот, да. друзы победили, ну, короче, это такая Ну, дичь. мы живем в эпоху постправды, то есть Ну, это, реальности слушайте, нет, ее создают. У нас это как да, Гордон, который там уже да, да, вот Москва в огне, Кремль, Путина да, убили да. там в Путин в холодильнике. холодильнике, да. Ну, это пусть останется на совести Дмитрия Ильича. То есть то, что он устраивает, ну, участвует в этой вакханалии методологов. Ну, у нас же, кстати, тоже на службе у офиса ребята, которые, чей творческий путь начался под чутким руководством Тима и Димы, небезызвестных российских политтехнологов, которых завез Виктор Пинчук.
Куликов и Сергейцев. Сергейцев, правда, стал таким ярым зетником, там, но как говорится, их семена, их, как говорится, засеянные ими семена взошли ну, дали благодатную почву. Так, значит, продолжаем. Иван, здравствуйте. Есть ли, на ваш взгляд, принципиально... Вот хороший вопрос, как к политтехнологу. Есть ли, на ваш взгляд, принципиальное отличие Лукашенко от Алиева? Оба с усами. Пятые точки уже давно обоим залезали. СМИ и Беларуси, и Азербайджана заняты воспеванием достижений президента. И тот, и другой выдают чужие успехи за свои. В чем разница? Да. Да. Ну, знаете, это два примера такого осмысленного авторитаризма. При том, что ну, Азербайджан, там своя специфика. Клановость, кумовство, коррупция никуда не исчезли. Но давайте будем объективны. Чем принял старший, покойный Алиев Азербайджан? Страна находилась действительно в состоянии на грани руины. Разгром в Карабахской войне, оккупировано 20% территории, экономика разрушена в хлам, военные время от времени бунтуют, там были прецеденты. То есть и сегодня Азербайджан и Азербайджан, который был в начале 90-х годов, это день и ночь. Ну, более-менее экономическая жизнь налажена. Азербайджан военным путем вернул Карабах, а это был такой экзистенциальный вопрос для азербайджанцев. Нашел геополитического партнера в лице Анкары. Да, Азербайджан сидел, как говорится, вот зализанным, Алиев сидел зализанным задом на двух стульях. С одной стороны, закупая российскую дешевую нефть Уралс, он свою дорогую легкую нефть с Каспийского шельфа продавал за звонкую монету на Западе. Но уровень жизни вырос, население не уменьшилось в 2 раза за вот эти 30 с лишним лет. Да. Результат ему налицо. Лукашенко, можно по-разному к нему относиться. Да, там диктатор и так далее, зажимает оппозицию, но он сумел сохранить какую-никакую промышленность и социальное государство. И если, ну, Лукашенко не вечен, но если мы посмотрим дороги в Беларуси и в Украине, ну, более европейский вид имеют, конечно, белорусские дороги. Чистота, порядок, без ям. Вот, ну, Людмила, здравствуйте. Андрей, исходя из ответа Зеленского Гончаренко, как вы считаете, до какого года будет идти война, в его понимании? И есть ли реальное желание и стремление закончить войну, на ваш взгляд? Спасибо, берегите себя. нет, стремление закончить, спешить с этим у Владимира Александровича не просматривается, именно он прекрасно понимает, то, что это может повести к негативным для него политическим последствиям. То есть, соответственно, он банально сейчас стремится тянуть время. Вот. Мгм. Что касается всего остального, то, знаете, даже столетние войны когда-нибудь ну, в итоге заканчивались. Я думаю, все-таки в ближайший год, ну, по крайней мере, ну, если не будет подписан мирный договор, ну, по крайней мере, скорее всего, будет заключено перемирие. Как долго оно продержится, это другой вопрос, но, судя по всему, вот, потому что вести войну на чужие деньги можно только, ну, как говорится, и чужое оружие можно довольно ограниченный промежуток времени. А судя по всему, ну, как бы вот война для Трампа война это бизнес, но его интересуют куда как более глобальные вещи, нежели там продать Так, Украине там еще Виталий несколько. спрашивает по поводу Трампа, кстати, и Зеленского. Значит, добрый вечер. Сегодня вышло интервью Такера с историком Дэрилом Купером,
Разговор был об Эпштейне. Были затронуты не только тема, которая у всех на слуху, но и его участие в нелегальных схемах по отмыву денег, продаже оружия и связях с разведками США, Британии, Европы и Ближнего Востока. В заключении интервью, после приведения откровенно сатанинских подробностей этого дела, Такер ужаснулся моральному облику мировых элит, которые имели отношение к Эпштейну, а потом неоднократно пытались замять уголовные дела против него. Вас не смущает, что Зеленский так быстро влился в ряды вот этих вот элит, был признан своим? Заранее спасибо за ответ. Ну, наверное, проходит по всем критериям. То, что политическая элита, и наша в том числе, это чудаки на букву «М», вот, куда ни ткни, поскольку специфика нашей власти, посадив кресло, во властное кресло ангела, завтра на следующий день у него вырастут рога и хвост. Вот такова реальность. Что касается дела Эпштейна. Для Трампа это может оказаться крайне неприятным. Вот многие политики, ну, что там этот список и так далее. Это триггер. Триггер, который как ножом отсечет попутчиков, для которых вот как раз дело Эпштейна, ну, во многом как раз ну, стало мотивацией, почему они ну, пошли протестно голосовать против демократов и поддержали Трампа. А тут, особенно нежелание, возможно, там были ну, замазаны не чужие Трампу люди, и они попросили придержать. Но я тут скорее согласен с Маском, поскольку для Трампа это может оказаться первым шагом к... Ну, понятно, действующие президенты проигрывают промежуточные выборы, это такая традиция американской политики, но Трампа может ожидать разгром таким темпом. И дело Эпштейна, оно как раз может оказаться таким триггером. Так, значит, Тони Шибаев задает вам вопрос, тоже интересный такой. Ну, такой больше философский, но мне очень нравится суть. Можно по форме не согласиться, но все равно интересно. Зачем украинцы воюют? Зачем победа нужна? Ведь если будет победа, те, кто сейчас у власти, укрепятся, станут героями, генералы, отправлявшие людей на верную погибель, репарации, которые заплатит Россия, разворуют, земля не будет принадлежать украинцам, BlackRock отдадут, то, что под землей вообще непонятно кому, к Украине вернутся земли, где половина населения ее ненавидит, а половина уже познала, что такое государство, которое маломальски за народ, и сравнение будет жизни не в пользу Украины. Победившую Украину никто восстанавливать не будет, а вот проигравшую худо-бедно будут восстанавливать там Россия, Запад, неподконтрольная территория, подконтрольная. В общем, вопрос, за что тогда сейчас кладут жизни украинцы? Понятно, что любая война ведется за мир лучше, чем мир довоенный, но картина будущего, ну, краина мрий, ну, такова, что украинцы, миллионы украинцев вопрошают, а где здесь я? То есть они себя в этой краине мрий чувствуют себя весьма неуютно, они не видят перспектив. То есть, соответственно, это приводит к тому, что одни текают через горы, переплывают через Тису, другие уходят во внутреннюю миграцию. Естественно, вот, когда мы говорим о том дефиците людей, вот как раз вот, я не раз говорил о том, что фраза, которую приписывают Маннергейму, на самом деле министр финансов Финляндии, в ответ на требование Маннергейма выделить деньги на строительство укрепления, или прежде чем строить, тратить большие деньги на военные нужды, надо создать людям такую жизнь, которую они готовы будут защищать. Вот, к сожалению, результаты работы нашей власти, они вот как раз скорее из разряда деморализаторов. То есть, такую власть люди они не отождествляют себя с ней, они отделяют. И, соответственно, вот в этой дилемме, что иногда победа оказывается, то есть можно выиграть войну, но проиграть мир. Вот, ну, в нашем случае и войну не выиграем, и мир можем проиграть. Да, значит, продолжим. Чатом трансляции, отсюда пару вопросов. Елена Руднева. Мэр Львова захотел обменять останки советских солдат на военнопленных азовцев. А на кого он обменяет останки поляков, когда начнется эксгумация? Ну,
Я думаю, что поляков трогать не будут, по рукам дадут. Ну, это у Садового чистой воды сатанизм. Но за это прилетает. Ну, мертвых не трогают. В конце концов, воюйте живыми, но не трогайте мертвых. Тем более, как бы там ни было, но наверняка среди эксгумированных там большая часть тех, кто, как говорится, призывался с Надднепрянской Украины. Ну, ведь как раз в войсках Конева, ну, воевало очень много мобилизованных уже на освобожденных территориях украинцев, в том числе и погибших при боях за Львов. Мгм. Поэтому это свинство и сатанизм со стороны вот этого львовского недомерка. Ну, Да. Свинство и сатанизм, действительно. Ну, такой какой-то. Еще выкопали эти могилы 355. Ужас. и А, еще их хвастается. Ну, вот. Вопрос. Вы упомянули Тимофея Сергейцева. Как вы к нему относитесь как к специалисту, спрашивает пользователь Red Monkey. Знаете, ну, там был, допустим, менее Искандер Валитов, который как раз ну, э, был, на мой взгляд, куда большим профи. Знаете, когда в твоих руках неограниченные ресурсы, знаете, это как безлимитная карточка, ну, легко чувствовать себя уверенно и легко изображать себя суперпрофи. Но у меня получилось так, что в свое время была возможность поучаствовать в кампании Виктора Пинчука. Даже социсследование сделали, где было ну, видно то, что по тому округу, где он пойдет, он не встретит, не будет больших проблем. Но были определенные обязательства, поскольку перед этим работал с Юлией Владимировной Тимошенко ну, в Кировоградской области. И как было высказано такое пожелание, работайте с кем угодно, только не с Витей. Поэтому ну, пришлось отказаться. Ну, а Значит, да. тут Зна- они вернулись с Дальнего Востока, где они там тоже. Значит, вопрос от Васи. Спивак призывает Россию остановиться без условий. А что ВСУ будут вооружать, это не их дело. На вопрос, если бы ВСУ шли вперед и Россия призвала бы остановиться, Дмитрий сказал, что их не нужно слушать. Где логика в таких рассуждениях об безусловном прекращении огня? Ну, их никакой нет. Ну, пока я не вижу аргументов для того, чтобы сейчас, именно сейчас, вот посредине лета, ну, Путин остановил боевые действия. То есть, пока ну, убежден, в том, что все, как говорится, все идет хорошо, прекрасно. То есть, военная инициатива в руках российской армии. Село за селом, но продвигаемся. Ну, и остановить боевые действия, потом возобновить, как правило, намного тяжелее. Это тоже демотивирует военных. Поэтому, как и ранее прогнозировал, ну, как минимум до осени будут продолжаться активные боевые действия. До октября, когда начнутся дожди, когда начнет э, спадать зеленка, вот, и где-то вот до осенней распутицы все будет идти в таком активном энергичном режиме. Поэтому ну, как бы, без всяких условий тяжело себе это представить. Тем более, там есть куда более серьезные условия относительно Херсонской, Запорожской области, там прекращение мобилизации, прекращение поставок вооружения. Ну, без этих предварительных условий Россия не готова садиться за стол переговоров. Эти условия были высказаны еще год назад. И ни на йоту, ни на шаг вот этих там, в сторону компромисса Кремль не сдвинулся. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. Андрей Владимирович, я благодарю за время и мысли. Спасибо, друзья, что ставите лайки и не забывайте участвовать, пишите вопросы, комментируйте, читаем комментарии, подпишитесь на Андрея Золотарева в YouTube, ссылка в описании, и берегите себя. Увидимся совсем скоро, минуток через 50 в шуме. Спасибо за то, что проводите эту пятницу ну, вот в такой нашей компании, нашей аудитории. Увидимся, до скорого.